Привет, с вами Drug Users News и наша традиционная рубрика «Хорошие люди». И сегодня у нас в гостях один из самых известных российских активистов, который несколько лет назад эмигрировал в Израиль, Алексей Курманаевский. Леша, привет. Привет всем, друзья! Очень рад, что наконец эта встреча осуществилась. Леш, привет. Многие тебя давно не видели. Расскажи, что ты сейчас делаешь, чем ты сейчас занимаешься, вообще, что у тебя в жизни сейчас происходит. Ну что у меня нового? Я 4 года назад переехал в эту прекрасную страну. Через год у меня родился ребенок, здешний уже израильтянин. Сейчас ему 2 года и 8 месяцев. Ну и до сегодняшнего дня я как бы пока занимаюсь, можно сказать, стабилизацией, налаживанием новой жизни. Хочется уже наконец уйти в в режим заслуженного отдыха, так скажем. У меня один коллега сказал, что ты уехал на реабилитацию, все, тебя, говорит, амнистировали. И мы тут в процессе оформления всяких инвалидностей, пособий, помощи там на квартиру встаем. В общем, решили, скажем так, брать все, что предлагает страна Израиль, так как были лишены этого долгие годы. Ну и строить семейную жизнь, воспитывать детей. К сожалению, к снижению вреда я уже давно не прикасаюсь. С момента, наверное, через год после того, как я сюда переехал, уже совсем не до этого стало. Хотя получаю услуги у местной программы. Очень интересно было встретить их. Вот. Ну и что еще? Встал на программу, наконец-таки, заместительной терапии. Тоже была долгая история. Я сначала был на бупернорфине, мне он немножко не подошел, и через год я перебрался в центр в Тель-Авив, и сейчас получаю метадон уже в адекватной дозе для себя, и, скажем так, стабилизировался на программе, чувствую себя прекрасно. Но смотри, вот когда люди переезжают в другую страну, они все равно какое-то время, там, короткое или долгое, ну, чувствуют себя гражданами той страны, из которой они уехали. Вот ты как сейчас уже чувствуешь, что ты стал, ну, полноправным израильтянином, или все равно в тебе как-то вот два гражданства, два менталитета как бы борются друг с другом и существуют вместе? Да, поначалу было постоянное сравнение. Это, наверное, я так понял, что все через это проходят. То есть пересчет на деньги, пересчет на какие-то российские там обычаи. Все это отношение людей, конечно, оно непривычно было. Ну и через некоторое время стало смешно видеть на фоне израильтян вот таких истинных русских, которые не знаю, зачем приехали, ну, то есть привезли сюда Россию и так и в ней остаются. И, ну, как-то забавно. Но мне нравится эта страна, я люблю Израиль, могу теперь сказать это как бы с легкостью, с легким сердцем. И здесь действительно отношение к человеку со стороны государства, ну, я понял на себе, что высшая ценность – это человеческой жизни и его благополучия. Здесь это действительно так. Долго не мог привыкнуть, то есть и до сих пор играю с системой, значит, знаешь, как маленький ребенок с мамой. А если так я сделаю, ты меня любишь? А если вот так, ты меня любишь? И, в общем, ну, то есть совсем не работал. Даже там, ну, то есть разные эксперименты с институтом страхования. В общем, боялся, как обычно, из-за негативной встречи, негативного опыта в России, боялся встречаться с врачами профильными, со спеццентром, там, с наркологией. Тоже были такие моменты переживаний. И здесь мне как бы поставили в психиатрии сразу посттравматический синдром на фоне долгого безуспешного лечения наркотической зависимости. То есть они считают, что подобная методика, которая применялась ко мне на протяжении там 25 лет, она, ну, приравнивается к пытке. И то есть от этого здесь реабилитируют людей, от такого лечения. И
многие вещи осознаются до сих пор. Очень многие вещи приходят, ужасают меня, некоторые радуют в контексте того, что, например, я увидел, насколько слеп и, скажем, привычен я был, находясь в России, к своей ежедневной войне, вот этой, к ежедневному самоубийству, и насколько оно оказалось привычным. И когда действительно осознав это и посмотрев со стороны, просто берет ужас, что как можно, вот просто даже если пересказать это словами, человек, который там на протяжении 20 лет каждый день просыпается и выходит на улицу, прощаясь с родными, как бы в голове, не знаю, вернется он домой или нет живым, каждый раз как бы идя на точку, также это может оказаться перспективой там лет на 8 уехать. Ну и каждая инъекция тоже риск передозировки других заболеваний. То есть к этому привыкаешь, и потом люди задают вопрос, а паранойя на приходе это нормально? Да нет, блин, не нормально, это действительно вот реакция психики на то, что 20 лет насилия такое происходит. И трудно с этим, ну, я в таком до сих пор нахожусь в периоде как бы проживания всего этого негативного опыта в своей жизни. И пока, если говорить о внутреннем, то внутри, в душе пока тяжело оправиться, скажем так, от того, что было там. Чувствую, что, ну, и здесь тяжело как бы влиться в новое общество, но двигаться, в общем, приходится. Но люди помогают. Ты рассказал, как в России, да, себя чувствовал, а как в Израиле к людям, употребляющим наркотики, относится государство, общество, ну, обычные люди, и что ты чувствуешь вот, по отношению к себе, вот, находясь в этом статусе? Что касается отношения общества к проблеме наркомании, ну, за это здесь дают пенсию, например. Как, то есть, если человек заболевает, приходит, обращается в социальную службу, ему первое, что ему предложат, это, если ты уличный наркоман, это дать себе каких-то денег на то, чтобы себе было что есть, и ну, купить дозу даже, там, если это нужно. Деньги небольшие, но они как бы, ну, в принципе, на эти деньги можно одному снимать жилье, допустим, на эту сумму, комнату. Программы заместительной терапии, тех, в которых я был, есть разные врачи. Есть те, кто, ведь они, видимо, привезены сюда из Штатов. Ну, у нас такая, как бы, как сказать, клиника исследовательская, плюс, то есть на базе нашей клиники лечения, реабилитации наркозависимости, еще и проводятся исследования разные. То есть вот ген наркозависимости изучали, я принимал участие. То есть вот эта американская модель, она здесь. И отношение скотское, на самом деле, к людям, но немножко не такое, без презрения, знаешь как, но с безразличием протокольным. То есть вот если тебе дадут все, что тебе нужно, и как бы что там у тебя в душе, никому это не интересно, тебя не будут унижать, оскорблять, как-то там стигматизировать и типа обвинять, что ты там сам виноват в своих проблемах, но, скажем, простой пример. У нас там за полгода умерло несколько человек русских. Одна девочка просто, ну, типа, не нашла денег заплатить. И 11 дней проходила без метадона, и ей просто как бы тяжело было дойти. Ну и пила все это время. Ну и как бы она умерла от истощения на улице просто. Двое отъехали там по непонятным причинам тоже, потому что ну, прячутся то, что употребляют другие вещества, это за это лишают возможности получать препарат на дом. А касаясь в обществе, наверное, вот в Рвахе, ну, то есть я в социальные службы во многие ходил, и в школы к детям, я вообще не чувствую. В России постоянно как бы приходилось оправдываться за диагноз. То есть говорить, что да, там у меня наркозависимость, но вот я сейчас уже
типа там, ну, следующий вопрос был всегда в России, как правило, а вы сейчас не колитесь, а долго там не колитесь? Здесь этого вопроса нет, здесь ну, сразу как бы чем помочь и ну, как справляетесь типа, с этим. Если что-то ну, можем, то пожалуйста. И нет там никаких намеков на то, что там дети, у нас там, ну, там никто детей нас не лишает, скажем, если говорить о правах, наоборот, помогают всячески, зная, что мы воспитываем дома и, в принципе, планируем домашнее обучение для младшего. Нету здесь этого отношения. Здесь вообще люди по-другому друг к другу относятся, в принципе. Здесь вообще, в принципе, нету, знаешь чего? Здесь ты в любом виде это ты. То есть, знаешь, какое-то такое родственное отношение. Вот в России я себя чувствовал так, что нужно всегда иметь костюм какой-то на себе. То есть ты приходишь куда-то там, да, если ты садишься в тюрьму, ты должен быть порядочным арестантом, да. Поэтому костюмы и первым вот этим вещам решается, как к тебе будут относиться дальше, что с тобой будет. Приходя в больницу наркологии, ты должен быть там подкованным пациентом, да, ты должен быть немножечко юристом, и там быть немножечко жалобщиком таким, да, тогда уже хорошо, если есть знакомые, тогда там к тебе по-другому. А если ты просто пришел, как бы тебе, так и получишь. Здесь, здесь этого костюма нет, и прикол, что люди выходят в магазин, могут выйти в пижаме, то есть это тоже, наверное, проявляется вот на таких уровнях. И как-то, видимо, я говорю, мне еще многое предстоит понять в ментальности еврейского народа и этого государства, но многие вещи, они, говорю, осознаются вот спустя 4 года, что, в принципе, меня принимают. Был интересный случай недавно, как бы на работе, я езжу в клинику каждый день, у меня там произошел запал с употреблением травы, там еще чего-то, и меня на время ограничили, то есть не на неделю дают препарат сейчас, а я вынужден каждый день ездить там в течение 3 недель. И то есть мне с утра надо ехать в Тель-Авив, а потом возвращаться на работу. И я вот работаю с взрослыми, они не израильтяне, они с Украины, но школа здесь была, они выросли здесь, как бы, то есть менталитет уже местный. Вот по-другому все равно. Если в Раше на работе я знал, что там я могу быть открытым и знать, что я наркоман, то есть открыто говорить, что у меня зависимость, я употребляю наркотики, и это как бы, так, допустимо, типа, ладно, ты пацан нормальный, как бы видим, что ты как бы порядочный, поэтому мы тебя терпим. Но как бы все равно уже так раз под вопросиком немножко. А здесь по-другому. Здесь проблема там, да, ездишь, а когда приехал, успел, нормально, сколько тебя так будет мучить. Интерес проявляют, то есть им интересно, они любопытные, то есть информация, они открыты к информации, они не имеют как-то своих собственных убеждений закрытых, и с ними можно поговорить. То есть спустя там где-то 3 недели, наверное, 4 после начала работы совместно, меня коллега мой спросил: блин, Лех, как ты вообще умудрился, говорит, к наркотикам, говорит, типа попасть в эту проблему. Я говорю, я жил в России, вырос, так получилось. В общем, как так. Еще прикол был, если говорить об этом. Когда я перешел на первую программу ЗТшную, мы пришли с женой, и типа, я говорю, вот бупринорфин, и жена спрашивает, а можно если муж принимает, беременеть от него, а мне впоследствии кормить ребенка? Она такая, не то, что можно, нужно, чудесные дети, есть куча исследований по поводу бупринорфинной беременности, пожалуйста, добрый путь. Где бы, прикинь, в Раше ты пришел к наркологу и сказал, вот буду пить метадон, и еще планирую сына родить, женщина, например, что бы ей тебе сказали? Наверное, позвонили бы в соцзащиту, скорее всего, по уходу, сказали бы, девочка, вот тут, возможно, будет беременеть. Не знаю.
два вопроса в одном. Смотри, у вас была недавно вот эта серия бомбардировок, да, из сектора Газа, и вот эти проблемы были. И ковид одновременно, да. Вот можно в двух словах рассказать, что с этим сейчас происходит? И как вообще вот и бомбардировки, и ковид повлияли на доступ к программам заместительной терапии, как ты вот в этом всем как бы жил и существовал? Тема войны – это вообще такая очень своеобразная здесь тема. И люди по-разному относятся, есть разные мнения. Кто-то любит арабов, кто-то их осуждает, кто-то любит израильское правительство, кто-то его осуждает, кто-то там за проамериканских течений. Ну, в основном зависит, наверное, если человек недоволен жизнью, да, то есть он чаще это с русскими происходит. Он начинает жаловаться, вот все там, все коррупция, это выгодно там и так далее. Я только плюсы видел и в ковиде, и в бомбах, в смысле в доступе, я имею в виду к лечению. И даже немножко огорчился, когда сняли вот этот вот, как же он по-русски-то, ну, карантин этот, запрет на выезд. Потому что как только начались бомбардировки, проблемы с поездками, а я езжу из другого города, это за 50 километров, мне сразу начали выдавать на руки там вперед на длительный срок, чтобы я только меньше выходил из дома и там меньше рисковал. По поводу оплаты тоже всем сделали скачуху большую, то есть, в принципе, сказали, если нет возможности сейчас платить, там заплатите. Там небольшие деньги, видимо, даже, но скорее формально. И там за то, что мы там съедаем, выпиваем, в принципе, за этот месяц. Вот. У нас, кстати, переезд недавно был. Такая шикарная клиника. Сейчас ожидание новое вообще прям. Как, блин, не знаю. Очень круто, короче. Как в РКБ в новой больнице. Вот. И, соответственно, единственное, ну, страшно, короче, когда бомбы прилетают там в соседние дома. У меня в этот раз действительно 3 раза я оказывался в ситуации, когда ракета попадала прямо в здание, где я находился. То есть первый раз я работал в доме на 11 этаже, и в этот момент на первый этаж в магазин, около магазина там упала ракета, вынесла там все магазины, которые были на первом этаже. Ну, никого не убило, слава богу. Но там ущерб был очень такой серьезный. Второй раз я поехал в другое место работать. Через 2 дома в него прилетел прям снаряд в сочетание подъезда и квартиры. Вынес стену, разбил, то есть тоже никто не погиб. И эту квартиру мы потом ремонтировали, эту дырку доделали. Прикольно, нашли кучу осколков от этой. Это действительно труба, то есть там резьба, то есть, ну, видно, что собрано из подручных материалов. Какие-то железки приварены, ну, такие для крыльев, видимо, для стабилизаторов. Ну, полная такая вот ширпотребщина. Вот, и, ну, какие-то вещи. Страшно было за детей, и когда начинаешь разгонять это в голове, что да, действительно есть возможность, что прилетит. Страшно было, что маленький ребенок напугается. Тяжело было родителям, наверное. Но в плане доступа к метадону или там каким-то вещам, ну, здесь это же, как тебе сказать, это же военное положение, это то, в чем Израиль живет уже не первый десяток лет, с самого начала. Поэтому все эти вещи, они здесь настолько продуманы, настолько работают четко, что вряд ли какие-то проблемы возникнут. Наоборот, я вот видел, как в связи с тем, что Ашкелон в этот раз очень много бомбили, быстренько собрались наши политики, запросили у Кнессета включение Ашкелона как бы в статуса приграничного города. Это означает, что мы получим большие льготы там по налогам, по ценам и так далее. Ну, соответственно, это внесли. Первое чтение прошло. Не знаю, если утвердят, это будет еще один плюс, как бы, который вот... Ну, то есть есть проблема, надо как-то находить решение. Вот так вот здесь это происходит. И, ну вот, слава богу, с детишками все хорошо. Войну никто не любит. Это, конечно, всегда беда.
Тем более, когда ты понимаешь, что не можешь уберечь своими какими-то действиями, не контролируешь этот процесс. Ну, были вместе, старались быть на связи. Если я работал где-то вдалеке, то у нас есть приложение, как бы такое, аппликация, ее устанавливаешь, и когда можно настроить какой город, как бы ты видишь, где сигналы прилетают и где как бы орет сирена, где АЗК. То есть я ставил Ашкелон и всегда знал, то есть если я там где-то в Тель-Авиве или еще где-то, если бомбят мой район, у меня телефон начинал пикать. Я тут же созванивался там с Машей, и таким образом было спокойней. Леш, а ты уже, сказал в двух словах об этом. Можешь поподробнее об этом сказать? Интересная история, что в Израиле наркозависимость приравнивается к инвалидности, да, как я понял, и выплачивается пенсия. Можешь вот рассказать, как это, сколько это пенсия, размер и, почему государство так решило относиться к людям, употребляющим наркотики? Да, здесь я в реальности увидел то, что мы с тобой там и с нашими форумчанами, да, много раз обсуждали на форуме ЛУН. Эта тема инвалидности, она всплывала очень остро. Я помню эти дебаты, там, стоит, не стоит, будет дополнительные стигмы и так далее. И там Миша только пытался, Горяченко, донести, что вы не понимаете, что это вроде как понятие инвалидности, это именно для того существует, чтобы общество создало условия, которые бы приравнивали человека по возможностям ко всем нормальным людям. Ну и здесь это работает как? То есть, если я употребляю уличные наркотики, не хочу лечиться, мне не нужна ни гена, мне не нужен ни метадон, гена это в смысле детокс, то я просто прихожу, есть там несколько организаций в городах, в общем, прихожу, сдаю тест мочи, они смотрят то, что да, там у меня есть какие-то наркотики в моче, говорят, придите к нам через 2 недели. Я прихожу через 2 недели, сдаю еще раз этот тест, если он опять положительный, мне начисляют 1700 шекелей в месяц. Это где-то $500 примерно. Помимо этого, ты можешь просто, то есть любой, в принципе, зависимый, кто инъекционно употреблял, наверное, процентов 98 переболели гепатитом из нашей, да, страны. Это тоже процент определенный. Как здесь считается инвалидность, это тоже нужно сначала понять. Инвалидность, она складывается таким образом, что есть, во-первых, две как бы сферы, на которые смотрят при определении человеческого как бы, вот этого процента. Первое – это состояние физическое, то есть врачебное, и смотрит ее комиссия, то есть насколько человек функционален, есть ли руки, ноги, может ли он двигаться, может ли он сам себя обслуживать, поднимать тяжести, там, как у него зрение, как он что, то есть способности тела. И вторая – это ментальная твоя составляющая, то есть это психиатрические заболевания, это травмы какие-то пережитые, это там депрессия, твой уровень интеллекта, осознания, что ты вот можешь. И, соответственно, из этих двух каждое заболевание, оно дает определенный процент, и уже по сумме этого процента ты получаешь как бы процент инвалидности, процент трудоспособности, процент там медицинского твоего состояния. И относительно этого процента ты получаешь те или иные льготы. Что касается наркозависимости, отдельно как заболевание, оно дает, там, по-моему, порядка 40%, что ли, то есть хорошее. Но, как правило, необходимо, чтобы у тебя, помимо того, что ты просто наркоман, чтобы у тебя еще было хорошо продиагностированы последствия, какие ты приобрел. То есть, что ты там переболел гепатитом, что у тебя есть ВИЧ или нет ВИЧ, что у тебя там неудачные попытки лечения, что у тебя там психика немножечко. Вот у меня один из диагнозов – это multiple, то есть множественные расстройства, связанные с многократным и там, продолжительным употреблением психотропных веществ, там, borderline, то есть пограничное состояние. И уже с этим всем ты идешь на комиссию, можно податься, то есть в Битвох Леуми,
это фонд страхования, и получить этот процент. Сколько я видел людей, чаще всего, если это наркоман со стажем, ну, как я, там, и там, ну, может, чуть помоложе, чуть поменьше, то это порядка, ну, то есть в основном 100% получается. 100% инвалидности, это значит, если ты один, у тебя нет супруга и нет детей, ты получаешь 3700, 3900, ну, порядка $1000 в месяц. Плюс к этому там еще есть некоторые там доплаты за аренду жилья, там есть. Если же есть дети, сразу прибавляется. Вот. Но я первый раз, когда получил 100% инвалидность, она была временной на год. У меня, в связи с тем, что были дети, у меня сумма была 6900. То есть это почти, ну, 7000 фактически, плюс еще 1300 я получал на помощь в аренде квартиры, плюс 500 шекелей детские деньги. То есть фактически там 1009 я получал от государства, учитывая, что при, вот если ни в чем себе не отказывать, ну, 12-13 тысяч на мою семью в месяц уходит. Если как бы кушать разумно и там не жечь сильно электричество, то в принципе, ну, этого достаточно. И плюс, естественно, там очень много, знаешь, каких, не то что денежных бонусов, а именно помощи. Там открывается бесконечная, там, многогранная сфера социальной помощи. Ты там можешь и домработницу, там, ну, которая будет помогать тебе, там, что-то метапелить тебя, там, получить какие-то консультации, адвоката бесплатного, если он нужен, помощь в трудоустройстве определенной. То есть это тоже очень хорошо продумывается. То есть Битуах Леуми берет на себя ответственность, то, что они уже там с работодателем все вопросы закрывает, кто ты, что ты, какая у тебя болезнь. Соответственно, ты уже получаешь нагрузку, во-первых, соизмеримую с твоим состоянием здоровья. И, соответственно, ты получаешь такую чуть завышенную зарплату. То есть, если бы здоровый человек делал бы то же самое, ему бы, наверное, платили чуть поменьше. Но это как-то, знаешь, такой, чтобы стимул был у человека. Плюс, ну, естественно, тебя там не уволят за прогулы и там, ну, такие вещи. Эти часы, все это учитывается. И потому что, в принципе, если ты работаешь, там, у тебя там 75%, у меня сейчас спустили немножко до 65%, я стал получать 4%, но я могу, типа, работать, там, на 3700 я могу зарабатывать, остальное, если будет выше, мне уже будут урезать количество пенсии, вот этой дотации. Да, то есть инвалидность, она, заболевание наркозависимости, она стоит как одна из причин инвалидизации человека и дает полное основание пройти полное обследование, все остальные моменты. То есть если ты идешь, вот как со мной было, я пришел в центр метадоновый, буквально там пару-тройку месяцев, как только я стабилизировался, ко мне пришел психиатр и провел полный интек со мной. То есть это вот там, полуторачасовая беседа, в которой я рассказал ему все. И вот на основании вот этого, это было первое, что легло в прошение. Ну, как бы они делают это в клинике. Все у нас, кто приходит, они все имеют так или иначе процент какой-то, вот, то есть какие-то деньги от государства получают. Лех, а еще ты сказал вот про исследования, про существование гена зависимость, да? Можешь тоже в двух словах сказать, и существует ли такой ген по итогу исследования, или это миф как бы? Вообще, что наука про это думает, и в каком качестве ты принимал участие в этом исследовании? Что касается исследований, как я уже сказал, наша клиника называется там, Medical Clinic Drug Treatment and, по-моему, как название исследования? Ну, в общем, и исследований. Исследования по поводу гена наркозависимости, давно уже витает эта тема в головах, да, что, может быть, как-то мы отличаемся. Вообще, в принципе, есть ли отличие между человеком, склонным там, да, к зависимости, можно ли определить, как будет человек реагировать на наркотики? Да, это можно было определить, это определили, есть исследование, оно
Я принимал участие, и еще там несколько человек от клиники отдавали кровь, и, соответственно, я получил право распространять результаты этого исследования, там, ну, естественно, не продавать, а так как один из первых. И мы делали презентацию полную, она есть на канале у меня, для Лун. Можно ее дать ссылку, если интересно. Потому что я сейчас в двух словах не расскажу как бы всей сути. Могу коротко ответить, что существует разный набор генов, которые определены. И эти гены, они помогают человеку справляться со стрессом, с ситуациями жизненными ситуациями стресса. Наркотик, как один из которых там метадон был взят, он тоже имеет очень хороший, как бы, помогает со стрессом справиться. И вот как раз-таки завязка на зависимость, то, как человек справляется со стрессом, с помощью каких наборов гормонов, то так он будет реагировать на наркотики. Может, можно поэтому определить по вот этому составу, определить, будет ли, подойдет ли человеку водка больше, то есть он не будет алкоголиком, а будет именно снимать свой стресс и будет нормально из этого выходить. Либо ему лучше употреблять метадон и так справляться со стрессом, потому что у него не будет негативного вот этого пристрастия. То есть у него в организме есть то, что поможет не переходить вот в эту черту, а как бы использовать просто потенциал полезный. И это есть, эти гены имеют название. Более того, сейчас я знаю, что можно сдать и посмотреть конкретно, там, например, по ребенку своему, понять, что вот мой сын, например, если попробовать метадон, для него будет это таким заменителем того, что должно ему помогать справиться со стрессом, потому что своего там не хватает, например. И в связи с чем ему категорически не стоит прибегать к этим средствам. Ну, вообще наркотики же это хорошие обезболивающие. Вот, и то есть где-то возможен контроль, а где-то нет. Я хотел спросить тебя вот о чем. Смотри, ты уже 4 года в Израиле, да, вот, и все-таки не было такого момента или ситуации в твоей жизни, вот, в стране, что ты в какой-то момент пожалел о том, что ты уехал из России, и, может быть, это было неправильное решение? За эти 4 года не было ни секунды, чтобы я сожалел о том, что я сюда уехал. Более того, у меня было, знаешь, какое, я чувствовал себя немножко таким предателем, что ли, как это сказать, что вот я там боролся, не смог победить врага, да, и свалил как бы куда полегче. Вот у меня вот такие были муки совести, типа. Ну, а потом жена сказала, ну что ты, в смысле, должен сдохнуть, что ли, чтобы все было правильно? Ты не подумай о семье, о детях, как бы. Мы-то за что должны страдать? Это раз. Во-вторых, ну, ты посвятил там больше 20 лет снижению вреда и как бы очень многое сделал, что до сих пор работает. И, там действительно провел анализ, что куча же действительно проектов, автором которых я был, действительно на сегодняшний день существует, и многое поменялось. И, в принципе, она меня таким вот образом успокоила, что, наверное, хорошо. Да и поколение сейчас другое. Мы сейчас смотрим со стороны на то, что происходит на родине. Я понимаю, что сейчас просто эпоха вот этих вот Путиных и вот этого вот всего старого маразма, она просто сдохнет сама собой тихонечко. Ну, должно это произойти. И тихо сгниет где-нибудь, если никогда не вспомнит. Может быть, там осудят, не осудят, это уже вопрос второй. А молодежь, которая сейчас растет, мы с вами даже прикасаемся какой-то частью к этому, они совсем другие. Я вот смотрю на своего сына, на маленького особенно, когда ребенок там в 2-3 года понимает, что у него есть коробочка, из которой он может узнать, ну, все, и когда он уже там в 2 года смотрит мультики на 3 языках, я понимаю, что, в принципе, можно ожидать от него там через 10 лет, а вообще. И мне кажется, что люди стали гораздо более искренние, гораздо более... Вот это наркоманская тема, да, когда мы вместе собираемся, у нас есть вот это вот единство. Мы как бы каждый друг за друга знаем, когда нам больно, мы знаем,
как поддержать друг друга, да, все больные места. Мы можем быть друг для друга таким источником жизни, источником опоры и, в принципе, смыслом двигаться дальше. И вот это вот знание того, что есть снижение вреда, есть люди, оно уже, знаешь, как оно просто живет во мне внутри, и я вижу, что дальше люди приходят, которые вот молодые, которые просто уже не будут никогда насиловать кого-то, там, унижать, избивать ради собственного удовольствия или там, ради собственной выгоды. Хочется верить, и я очень верю в это, потому что обманывать сейчас стало гораздо тяжелее, и за вранье стали не как бы пристыдить, а просто ну, как бы от него отказываются. И все, что не работает, оно очень быстро, очень быстро уходит. Вот пример, кстати говоря. У меня была ситуация в клинике. Я как-то проговорил своему ну, то есть в анамнезе у меня инъекционное употребление. И что-то мы там в беседе с соцработницей говорил, что, блин, многим не хватать может метанон. Я говорю, я знаю, я говорю, был в очень многих программах там по миру. Я знаю, что люди и колят его, и даже таблеточный колят, как бы, то есть очень важно подбирать дозировку правильно, как бы, вот этот контакт с клиентом. Ну, такой хороший разговор, хорошее такое консультирование провел. На следующий день я прихожу, не на следующий, да, на следующий. И мне говорят, Алексей, к сожалению, мы не можем вам выдать препарат на субботу и воскресенье на руки. Я говорю, с какой кстати? Ну, потому что здесь вы пьете, а так, когда мы вам дадем на руки, вы можете употребить его инъекционно дома. Вы вот рассказывали соцработникам, что знаете, как это делать. А мы не можем взять на себя ответственность, вдруг вы умрете. И то есть вам нужен сейчас найти, я говорю, а что делать? Ну, нужно найти какого-то человека, который, типа, независимый, но сможет контролировать ваш прием на эти дни. Мы с ним подпишем вот это информированное согласие. В общем, я понял, что это бред. Я месяц был без метадона на выходные. Ну, я написал всем, кому нужно было написать, в Минздрав, там, уполномоченному по правам человека, снял видос тут же про эту клинику, сделал тизер хороший. Кстати, все, кто были в тизере, все умерли. Там 5 человек. Вот мне так повезло, представляешь? Последняя умерла Жанна. То есть люди, которые жаловались на насилие, там какое-то недовольство, после того, как они были сняты, они все умерли. Обалдеть просто. Одна пара была, парень и девушка одновременно умерли в один день. Неважно. Судьба у нас такая. Вот. И, в общем, через какое-то время пришла сотрудница Минздрава, такая серьезная ревизор, посадила в кабинете меня, Орена, директора, и мою соцработницу. И сказала, что вот, ну, типа, вот такая ситуация, и начала как бы вот задавать вопросы, так оно или нет. Причем это действительно был допрос, отталкиваясь от моих жалоб. Это не было там попыткой смирить нас или там попыткой поставить как-то, слушайте, я тут преувеличиваю. Нет. Задавать конкретный вопрос, тебе не дают, да, тебе плохо, да, как решать будем эту проблему. Там, ну, в общем, я им предложил следующий вариант. То есть они оба как бы не знают. Я говорю, я жену не повезу, естественно, из Ашкелона, чтобы она сюда моталась с маленьким ребенком. Вообще какого, ну, это как бы мое личное дело, мое лечение, я не хочу никого привлекать. И я придумал такое, как бы воспользуясь своей юридической практикой, я говорю, давайте напишем между нами договор, информированное такое согласие о том, что я информирован о том, как правильно принимать препарат, получая его на руки, я обязуюсь соблюдать предписания моего лечащего врача. В противном случае, если эти рекомендации мной будут нарушены, там, спонтанно либо намеренно, все последствия, возможные, вызванные этим, я беру ответственность полностью на себя. Как бы это юридически было достаточно, чтобы клиника успокоилась. Минздрав взяла, мы тут с Ороном написали, подписали, эта тетка взяла этот документ, и через 3 дня этот документ появился за формой, за номером формы Минздрава, как соглашение, которое действует по сей день. И вот эти вещи, они здесь работают так. Если нужно,
Не надо никого ждать, не нужно. Проблему можно решить сейчас, если мы не будем ждать там следующего съезда партии. Это ни к чему. Они любят получать удовлетворение, видимо, от сделанного прямо сейчас. И вот такие вещи, да, здесь можно добиваться. Но есть второй момент, я заметил, это не относится к израильтянам, но все, кто приехали из бывших стран, вот этот клеймо стигма, оно настолько велико. Люди столько додумывают себе всякого плохого, что к ним относится, что их там чуть ли не кровь их берут, исследуют, что там метадоном что-то подмешивают, да там это воруют. Ну, короче, вот как-то правда. Я сначала думал, ну что это такое, почему? А потом понимаю, что с ними так обращались многие годы. Ну, как это может быть по-другому для них? У него жизнь рухнет, если вдруг по-другому. Ну и рушится, к сожалению. К сожалению, из-за этого они не обращаются за помощью и умирают. Вот это вот очень печально. И еще раз, может быть, наверное, важно, ты меня представлял там как активиста, еще раз я убедился, и здесь это работает как нигде, что, в принципе, в этой жизни не важно, что ты делаешь со своей жизнью. Важно лишь одно. Когда тебе что-то нужно не сомневаться в том, что ты имеешь на это право. И просто себе зарубить, что ты как человек имеешь право жить комфортно, счастливо и здорово. Вот эти вещи, на это ты как бы имеешь право с рождения. И этого нужно требовать, это твое, ну, как-то по определению. Не нужно даже допускать в голове, что, блин, ну тут обстоятельства так сложились. Не должно быть таких обстоятельств. Нельзя. Вот это я выучил очень хорошо. И здесь это так работает. Если нельзя, но очень нужно, можно. И везде, в очереди, в МВД, в паспортном столе, там, не знаю, в Несраде, в школе. Все отталкивается от ситуации, происходящей сейчас, а не от аннотаций, предложенных в книжке. Вот это очень круто. Люди учатся, кто приезжает сюда из России, они учатся. Некоторые учатся этому, и у них получается. Это круто. Я хотел последний вопрос задать, традиционный наш вопрос, который мы задаем всем гостям. О чем ты мечтаешь сегодня? Есть у тебя какая-то мечта? Мечта, да, конечно, есть. И это даже не мечта, это теперь, наверное, конкретное видение моего. Ну, мне 40 стукнул недавно. Я так очень, так, ну, постарел внутренне. Я понял, что, блин, ну, 40 это почти, ну, можно сказать, половина уже, да? Охренеть. Ну и половина это как бы еще вот только половина, но и мечта у меня такая, мы еще хотим девочку, обязательно, она будет у нас четвертым, следующим ребенком. А мои детки вырастут, я им еще дам там лет до совершеннолетия, ну, выполню свой родительский долг, а потом мы с моей любимой супругой купим там на тот момент, не знаю, будет ли это новый Tesla какая-то, или это будет все так же старый Volkswagen, вот этот вот микроавтобус, в котором хиппи раньше ездили, такие вот. И будем ездить просто по Израилю, а может быть по миру. И такой не дауншифтинг, а такой хорошее наслаждение. Попробуем наслаждаться природой, отказавшись от вот этой, как это сказать, гордыни, что ли, вот от этого желания блеска, желания лоска ненужного. Отбросив вот это вот все лишнее, что мы часто там... Меня это, знаешь, воспитало. Здесь люди очень часто выносят рядом с помойкой, ну, рядом с мусорным баком, ставят вещи, которые им больше не нужны. Я могу тебе сказать, что в моем доме ничего нет, я ничего не покупал из мебели, хотя он был пустой, за исключением техники. Технику, конечно, купил. Одежда. Я купил здесь один раз сыну кроссовки купил, и один раз жене купил обувь тоже какую-то. Ну, трусы, носки. Как бы, ну, сначала меня это пугало. Как так, типа, ну, с помойки ты что там тащишь, ты что, нищеброд, ты что там, хороший, иди заработай, купи. А потом я думаю, нахрен, люди
зачем ради шмотки тратить свое время, свои силы, переплачивать, идти платить кому-то за новое, а то, что уже старое, уже как бы оно выкинется без дела, и тот, кто там получил, хочет отдать, ему приятно же тебе отдать кому-то что-то, что это дальше пойдет и будет тебе, ну, ты знаешь, что твоя вещь живет, и бесплатно это сделать. И вот в этом очень многое построено. Здесь все бесплатно, кроме денег. Ну, вот так вот. И поэтому вот это умение, наверное, умение не растрачивать себя на какие-то мелочи. Вот. Но мы подлечим еще наши больные головы. Мы оба сейчас там получаем психиатрическую помощь. Маша у меня недавно была, наконец-то к врачу попала, буквально 2 дня назад. Врач попался очень классный, я прям рад, потому что я от своей отказывался, мне была там русская девочка, отказался от нее, потому что она спросила, по-моему, на первой беседе, ну как же ты так, очень не мог бросить, что ли? Я говорю, ну, понятно, все, ладно, мы с вами, говорю, видимо, не будем на этом, будем прощаться. Ну, молодая такая, вот, и то есть твоя психика окончательно придет в норму, мы не будем там паническим атакам подвержены, как бы. Вот. А ближайшее, то, что из этого, это вот буквально ближайшие там полгода мы окончательно доделываем сейчас с нашими соцработниками все те социальные, как это сказать, подставки, подножки, костыли, руки помощи, которые возможны. Мы их все соберем. И, в принципе, с этой перспективой можно наслаждаться счастьем, морем, солнцем. Его тут 12 месяцев в году. Вот. Ну и самое главное еще, что, я не знаю, выживете ли вы это или нет, у нас больше нет стигмы в отношении наркотиков в семье, ни у кого. Если нам нравится, мы как бы делимся этими ощущениями, желаниями, и никто здесь не исключение. Я думаю, я так вот этим все могу сказать. И не желаю, чтобы это было пропагандой, но могу сказать, что вообще все в этом мире придумано для каких-то полезностей. И в том числе любые правильно использованные вещи могут принести много радости, много созидания. И живу я сейчас по принципу, есть такой тиккун улям, это починка мира, это такое еврейское. У меня тоже, оказывается, ну, то есть у меня есть корни от бабушки, от дедушки, поэтому откуда во мне, дед у меня янковский. И есть смысл жизни в том, что вот есть Тора, которая рассказывает вообще обо всем, как там жить, да, ну ты знаешь. И есть такая вот миссия, починка мира, то есть делать этот мир лучше каждый день. Безрат Ашем. Спасибо, Лех. Очень крутая беседа, пролетела как 1 минута. Очень рад был тебя видеть. И тебя действительно, ну, не хватает в каком-то нашем эфире, да, и хочется, чтобы ты как-то появлялся почаще, общался с нами. Ну и желаю тебе, конечно, чтобы все твои мечты и вот этот микроавтобус появился в вашей жизни, и вы куда-то поехали. Спасибо тебе за разговор. Спасибо вам за терпение, что дождались.